Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, совет дня. Сейчас мы посмотрим четверг. На что обратить внимание в четверг и что же Таро посоветует нам на четверг. Первое, что хочу сказать, четверг может привести вас, именно ваше внутреннее состояние, в воспоминание, и для некоторых даже будет ощущение дежавю, будут происходить события, которые вам будет казаться, что они, да, происходили, и даже могут появляться люди, это в данном случае это мужчина постарше. Это может быть для некоторых девочек, это может быть бывший муж, бывший возлюбленный, это может быть бывший друг, это может быть бывший знакомый, и это может быть родственник, с которым что-то произошло в прошлом, и вы потеряли связь или просто перестали общаться. Как события, так и люди из прошлого появятся по той причине, что в вашей душе вы что-то не отпустили. Всегда, когда у нас начинают происходить какие-то события, которые нам кажется, что с нами уже происходили, это значит, что... Смотрите, если это позитивные события, то мы даже не обратим внимания, мы скажем, но надо же, здорово, и пойдем дальше, в принципе, может быть, даже не акцентируя внимание. А вот если происходит что-то негативное, что-то, что нам не нравится, или появляется человек, который нам не нравится, тогда мы начинаем это все крутить в голове. И, соответственно, притягиваем еще больше того, что было связано с этим человеком, ну и так далее. Причины и следствия. Я всегда об этом говорю практически в каждом своем раскладе, поэтому появление этого человека, появление этих событий – это следствие. Причина – это ваше внутреннее состояние, которое, может быть, вы даже не осознаете. Ну, а дальше уже опять человек появится, значит, человек захочет пойти на контакт, человек захочет аудиенции, может быть, а вот уже... общаться, не общаться, принимать, не принимать, выбор, конечно, ваш, потому что и человека-то возвращение притянули вы сами. Соответственно, если есть какие-то спорные вопросы, какие-то спорные ощущения и чувства по отношению к этому человеку, особенно негативные, да, было бы здорово отпустить, простить и поблагодарить, чтобы действительно или, опять же, можно же не общаться, но все-таки поблагодарить, отпустить, это было бы здорово. Смотрим дальше. Для некоторых из вас я хочу сказать, что появление этого человека не так просто. Могут решиться какие-то задачи, связанные с этим человеком. Может быть, были ситуации, которые не разрешены были, и вы, с одной стороны, может быть, практически забыли о них, но в душе вы их не отпустили. Так вот, для некоторых из вас это может поменять что-то в вашей жизни к улучшению, к увеличению. Опять же, эта карта позитивная вообще во всех аспектах, которая вышла. Главное для вас, как вы воспримете и как вы переоцените или связь с этим человеком, или то, что происходило между вами и этим человеком. Тут еще идут изменения в материальной сфере, какие-то неожиданные выплаты, какой-то неожиданный бонус, может быть, вы заслужили, и он к вам придет в среду. Для тех, у кого бизнес неожиданно, может быть, вы не ожидали вот такого всплеска продаж, а он может произойти. В целом это улучшение и повышение материального статуса по этой карте.
Давайте посмотрим еще. Ну и главное, вот, кстати, во всем это главное, это ваше доверие прежде всего себе и уверенность в себе. Для некоторых из вас это и будет причиной, ваша неуверенность в том, или правильно вы что-то сделали, или неправильно, правильно ли вы решили какую-то задачу в прошлом. Вот это и будет причиной, что прошлое будет, образно говоря, за вами охотиться. Поэтому постарайтесь проанализировать для того, чтобы понять, что же вам не нравится в том, что происходило тогда, что же вы неправильно решили, и, соответственно, вы можете это исправить. Все в своей жизни можете исправить только вы сами. Ну а также тут еще может прийти помощь от мужчины. Мужчина старше 40, мужчина темненький, темные волосы, темные глаза. Мужчина, который может помочь вам разобраться именно с прошлым. Обратите внимание и, соответственно, можете улучшить настоящее и будущее. Прошлое надо оставлять в прошлом.